go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре рассмотрим динамические наушники от компании Ear Acoustic Audio стоимостью $49. И приходят эти наушники в средней по габаритам коробке с серебристым оформлением, где на лицевой части здесь имеется надпись «Серебряный ангел» и ниже находится логотип компании. А здесь уже присутствует отметка рядом с моделью, про которую сегодня я вам расскажу в этом обзоре, а именно STA High-End. Ну а технические характеристики тут, конечно, нигде не указаны, но я нашел их на официальном сайте компании. И за звук в этих наушниках отвечает динамический драйвер диаметром 10 мм, чувствительность составляет 110 дБ, и они получили сопротивление 32 Ом. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 мм джек. Инструкция по использованию наушников. Два набора силиконовых амбушюр. Ну и фирменный кейс для хранения наушников. Наушники довольно небольшие, выполнены полностью из металла с очень элегантным оформлением лицевой панели, где на левом наушнике имеется логотип змеи, а на правом наушнике перечеркнутый глаз, который является уже логотипом компании. А здесь уже находится стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля и надпись STA с маркировкой канала. А на внутренней части располагаются отверстия для компенсации, а звуковод у этих наушников оптимальный по длине, имеет диаметр 6 мм и получил выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр и был защищен решеткой с необычным узором. Ну а сидят в ушах эти наушники отлично, поскольку они небольшие и анатомически выполнены правильно, и вопросов к их удобству и посадке у меня нет. Тут вам и отличная звукоизоляция, и довольно глубокая посадка, в общем все выполнено здесь на высшем уровне, разве что вот их комплектный кабель точно не помешает поменять. И вот тут, друзья, остановимся более подробно, поскольку я как раз таки нашел тот самый кабель, который идеально подойдет этим наушникам и раскроет их возможности на все 100%. Ну, в общем, друзья, слушал я эти наушники с новым кабелем 50 Strings Peacock, который я совершенно случайно увидел в том же магазине, где заказывал эти наушники, и решил, а почему бы мне его не взять, тем более различных кабелей у меня давно не было на обзоре, да и мне просто стало интересно, как они вообще себя поведут с чем-то уже более аудиофильским и солидным. И сначала, конечно, я послушал эти наушники на комплектном кабеле, чтобы вообще прочувствовать их характер вот как есть. А вот уже потом я переключился на новый кабель, и вот тут-то, ребята, началось самое интересное. Разница, как ни крути, она есть. Причем не на уровне каких-то едва уловимых, так скажем, нюансов, да, а реально она ощутимая. Я должен отметить, что STA от замены кабеля не потеряли вот этот свой фирменный характер, где уже есть заряженный драйв и плотность, и довольно мощный бас с хорошим напором. Но в целом звучание с новым кабелем стало куда собраннее, телеснее, я бы сказал, тембрально богаче и прозрачнее. Низкие частоты прибавили в массе и телесности, бас стал более глубоким и чуть более как бы рельефным, ну а середина стала плотнее и чище, особенно это было слышно на вокале. Он как будто бы приблизился и стал более материальным. Но вот высокие частоты прям отдельный кайф. Они по-настоящему раскрылись, ушла какая-то у них небольшая вуаль и зазвучали намного чище, с большим количеством деталей, воздушности и послезвучий. И все это, к счастью, без какой-либо навязчивости или яркости. Своего рода это такой аккуратный, красивый и завершающий верх. И знаете, я потом пришел к выводу, что вот за свои примерно $70 этот кабель, это просто суперский кабель. Удобный, тактильно приятный, и он действительно добавляет в подачу ощущение более взрослого и выверенного звучания. Так что, друзья, если вы, как и я, любите чуть, так скажем, докрутить звучание наушников под себя и сделать знакомый звук еще интереснее, то кабель 50 Strings Peacock однозначно сможет приятно вас удивить. К тому же, помимо кабеля, вы еще получаете вот такой вот довольно хороший кожаный кейс для хранения наушников и, например, кабеля вместе.
Ну а вот так выглядит график частотной характеристики динамических наушников Ear Acoustic Audio STA High-End. И эти наушники имеют усиление низких частот на 10 дБ с очень плавным переходом в область нижней середины, а основной акцент в области верхней середины здесь приходится примерно на 2 кГц, что дает нам более хорошие тембры и при этом нас не утомляет, поскольку он идет примерно в паритете с моим таргетом. Да и высокие частоты тут в плане своей продолжительности для чисто динамических наушников довольно хороши, и они очень аккуратно затухают после 15 кГц, что является хорошим результатом. Ну а теперь давайте лучше обсудим звучание этих наушников более подробно. Ну и что сразу бросается в уши при первом же прослушивании этих наушников, это их бас. Он не просто есть, он здесь оформлен с настоящим вниманием к деталям. Я бы даже сказал, с характером. Причем это не какой-то гипертрофированный басхедный бас, который лезет на передний план и забивает все остальное. Нет, ребята, здесь все подается объемно, с хорошим телом и плотной основой, но без какой-либо грубости и перегруза. Бас уверенный, насыщенный, очень приятный по своей подаче, обволакивающий, но не давящий на вас. Такой, знаете, фундаментальный, но при этом по восприятию не тяжелый. И ты буквально чувствуешь его сразу же с первых секунд. И сам бас в этих наушниках уходит глубоко. Прям действительно глубоко. Он не просто обозначен где-то внизу, а он там словно живет, дышит и пульсирует. Причем делает это он не ради какой-то эффектности, а с контролем, где даже на насыщенных электронных треках, где басовая партия уходит в самые нижние регистры, STA держит уже все в рамках. Никаких провалов, никакой гудящей размазанности. Есть четкое ощущение давления, ощущение массы, но она оформлена, очерчена и не сливается в какую-либо кашу, как в более простых бюджетных динамических моделях. Особенно круто это ощущается на треках уже с тягучими синтами или тяжелыми электронными текстурами, где ты его не просто слышишь, а словно физически ощущаешь, как этот низ работает в пространстве. Но вот мидбас это уже про энергию, про живость и про ту самую панчевость, за которую мы вообще любим хорошо настроенные динамические наушники. Удары упругие, с четкой формой, с приятной тактильностью, и в этом смысле STA очень грамотно сбалансированы. Бас быстрый, собранный, он не размазывает атаку, не затягивается, но при этом он не звучит сухо и мониторно. Он живой, у него есть хлесткость, есть движение, но все это без намека на какую-либо резкость или переакцент. Бас будто здесь работает на музыку, подает ее с характером, но не перетягивает одеяло на себя. И в итоге это именно та редкая подача, когда низкие частоты одновременно и эмоционально вовлекают и при этом не перегружают ваше восприятие. Это бас, который делает музыку более объемной, насыщенной, но не давит и не утомляет. Он своего рода такой универсальный, и с ним одинаково круто послушать как электронную музыку, так и хип-хоп, где как раз таки нужен напор и глубина. Так и можно без проблем послушать уже что-то более деликатное. Джаз, классика, инструментальная музыка или даже какой-нибудь атмосферный эмбиент. Но вот если говорить про середину в этих наушниках, то здесь она без преувеличения играет одну из главных ролей. И это не та середина, которую можно пропустить мимо ушей, а наоборот, средний частотный диапазон здесь подан с полноценным характером, телом и ярко выраженным музыкальным акцентом. Он не отстраненный, так скажем, не фоновый, а живой, плотный и очень выразительный, поскольку тюнинг у этой модели был выполнен уже ближе к Harman стилю. И первое, что хочется отметить, это объем и насыщенность. Середина здесь не тонкая, не светлая, как бывает уже в более холодных и аналитичных моделях. Она весомая, местами даже слегка теплая по подаче, но без замыливания, благодаря чему здесь отлично читается как каждый инструмент, так и каждый отдельный вокал. И, например, мужские вокалы звучат очень основательно, с хорошей плотностью и такой бархатной, едва заметной, чуть шероховатой текстурой, которая придает голосу уже большей реалистичности. Ну а женские голоса в свою очередь чистые, ясные, но не уходят в какой-либо крик или чрезмерную яркость. И как по мне, ребята, тут правда классно выдержан вот этот баланс между выразительностью и контролем, чтобы звучание вас не утомляло и слушать вам хотелось эти наушники все больше и больше. Но самое интересное это то, как здесь подаются инструменты. Благодаря легкому подъему в верхней середине они будто выходят чуть ближе к слушателю. Гитары звучат с характером, у них есть тот самый приятный хруст, атака и текстура, а синтезаторы четкие, артикулированные, с разборчивыми послезвучиями. Ну а скрипки и другие струнные с красивым
целым телом и ощущением резонанса и естественной вибрации. Но вот важно то, что вот эта вся насыщенность не переходит грань. Звучание остается комфортным даже при высокой громкости. Не утомляет и не раздражает. Просто дает тебе много информации, но делает это очень деликатно. Вот, друзья, что очень важно. И в целом я бы сказал, что средние частоты VSTA обладают весом и драйвом, и мощным дерзким характером. И здесь есть та самая подача, когда середина не сопровождает музыку, а словно ведет ее вперед. И именно она задает настроение композиции, будь то это эмоциональный вокал, гитарный риф или сложная живая аранжировка. И это делает подачу этих наушников особенно выразительной, так как она вас вовлекает, удерживает ваше внимание и добавляет музыке ту самую эмоциональную наполненность, ради которой мы, аудиофилы, как раз таки и любим слушать музыку. Так что, друзья, если вы цените именно такую содержательную, телесную и насыщенную середину, то VSTA она точно найдет, чем вас зацепить. Но высокие частоты Vira Acoustic STA это, пожалуй, лучший пример того, как можно подать вверх с максимальным вкусом и без малейших перегибов. Они точно не стараются быть яркими ради вашего внимания, не сверкая, так скажем, на показ, не вываливаются излишне вперед из микса, но при этом дают именно то ощущение прозрачности и чистоты, которой порой так не хватает во многих других динамических наушниках. И я не шучу, но в этих наушниках точно нет той самой утомительной и резкой искры, которая часто выдает себя как раз таки за детализацию, как уже в более светлых моделях. Здесь же наоборот, верх был смягчен по тону, но это плавное смягчение не забирает весь воздух и техничность этой модели, а наоборот делает подачу уже намного более комфортной для длительного прослушивания. Поэтому даже на тех треках, где обычно могут вылазить какие-то сибилянты или слишком звенящие тарелки, STA остаются очень спокойными. Все звучит гладко, ровно и, главное, естественно. И при этом, несмотря на вот эту мягкость, информации в верхнем диапазоне хватает. Не с лихвой, конечно, но ее реально достаточно. Поэтому микродетали здесь не пропадают, щелчки палочек по тарелкам, шорох реверберации, какие-то легкие дыхания, тонкие послезвучия. Все это есть, но просто не бросается вам сразу в лицо. То есть у STA здесь нету какой-то цели мониторить или как-то хирургически подавать звук. Ведь они его передают вам в первую очередь с прицелом на музыкальность и комфорт, а не на какой-то мощный сверханализ. И в этом, если честно, и кроется их большее удовольствие. Так как ты по-прежнему хорошо слышишь все нюансы, но они приходят к тебе как бы постепенно, спокойно и не утомляя. И в итоге высокие частоты в STA это не про какую-то безумную эффектность, а про точную и выверенную музыкальность с аккуратной техничностью. Это тот самый верх, который не привлекает к себе внимание сразу, но чем дольше ты слушаешь, тем больше начинаешь его ценить. Он создает пространство, помогает выстроить глубину сцены, но делает это мягко, плавно и с уважением к общей подаче этих наушников. Поэтому даже при каких-то длительных сессиях ваши уши не устают и у вас не возникает желания сделать их потише. Ведь все звучит настолько деликатно, насколько это вообще возможно в этом тюнинге, который все же остается технически способным. Но вот звуковая сцена Vira Acoustic STA это как раз тот случай, когда все звучит не просто широко или глубоко, а грамотно организовано. Пространство здесь не давит на вас своей какой-то размашистостью, но и не ощущается узким или зажатым в центре. Оно было построено так, чтобы дать тебе ощущение реального музыкального пространства с правильными расстояниями, с ясной структурой и с тем самым чувством нахождения внутри записи, а не просто перед ней. И ширина сцены в этих наушниках очень комфортная. Инструменты не наваливаются на вас кучей, между ними есть воздух, особенно это заметно на хорошо сведенных треках, где каждый элемент микса уже находится четко на своем месте. Никакой каши, никакого сплющивания, и ты прям слышишь, как один инструмент находится чуть левее, а другой правее. Ну а вокал или лидирующий инструмент тянут фокус ровно по центру. В общем, все логично и свободно, но без ощущения какой-то искусственной растянутости. И при этом глубина здесь тоже есть. Она не выталкивается вперед, как в некоторых моделях, где пытаются насильно расширить сцену, а ощущается очень естественно. Есть передний план, есть задний, и между ними хорошая работа по слоям. И это дает очень приятное ощущение объема. Не просто стерео, а действительно трехмерную картину, в которую легко погружаешься. При этом само звучание не становится каким-то рассеянным. Все планы хорошо читаются, есть четкое разделение, и за каждым инструментом очень легко следить. И что особенно мне нравится, это ощущение контроля. Сцена не пытается тебя сразу впечатлить каким-то безумным размахом, она просто делает свою работу, помогает услышать все, что есть в треке, расставляет акценты, но не перегружает ваше восприятие. Она скорее уютная, собранная, чем эффектно широкая.
широкая. И в этом, мне кажется, ее главное преимущество. И в итоге звуковая сцена у Веста это про максимально грамотно выстроенное и очень комфортное пространство. Здесь есть ощущение глубины, аккуратного разделения и очень естественного расположения образов. Все звучит четко, организованно и с приятным чувством воздушности и вовлечения в музыку. Ты просто оказываешься внутри нее, и тебе не хочется, так скажем, оттуда выныривать. Но вывод у меня получился таков. Ear Acoustic STA High-End это наушники, которые, как говорится, не кричат сразу о себе, но постепенно раскрываются и цепляют все сильнее. Они не строят звучание на каких-то резких акцентах или вау-эффектах, а делают ставку на цельность, глубину и очень зрелую подачу. Это тот случай, когда ты не просто слушаешь трек, а погружаешься в него, и возвращаться к другим моделям тебе уже как-то не хочется. И главное, пожалуй, в этих наушниках это баланс. Они мощные и контролируемые по низам, выразительные в середине и очень детальные на верхах, но без резкости и усталости. И здесь все подается с максимальным ощущением живой плотности, с правильной динамикой и очень вкусной, чуть теплой музыкальностью. В общем, это максимально комфортное, насыщенное и увлекательное звучание, которое легко держит ваше внимание и просто радует ваши уши. Так что если вы сейчас ищете универсальные, бюджетные, динамические наушники, то Ear Acoustic STA High-End очень легко могут стать для вас именно ими, потому что у них есть не только звук, но и характер. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!